Продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Итак. Это у нас что? Ага. А, здесь, кстати, все открыты. Ну, ладно. Так, почитаем, что у нас здесь. Снаряжение сначала посмотрим, точнее. 46. Белые какие. А чего у этих было? А, нет временных. Так, хуйня, неизвестно, хуйня. Что хотим посмотреть, что они себя представляют. Так, с какого уровня здесь? Поставь, понял. Задание. Ага, до пульса. В 3 метлах. Пошли изучать твари. Так, сначала не пойдем, сначала мы сходим вот куда. Это что за задание? А, это я понял, это будем мы искать в процессе. В процессе. Я хотел попасть куда сейчас? Кстати, давай пробежимся по этой башне. Чисто шустенько, так по всем этажам пошвырнемся. Revelio. Levioso. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Прикольно. I've always said that travel brought... Это что за место? Стопы, а там что? Ага, скрыто. О, прикольно. А мы здесь что ли были? Что ли были уже, да? А, мы как раз выходили сюда, да, к лестнице, как я потом сказал, такой, в пизду, потом посмотрим. Revelio. Поэтому я ущивлю. Слышишь? Так, окей. Можно через перил, конечно, сигануть. Боюсь, меня на тот этаж поделюсь. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
А, это деваха с этими своими говнокамнями. Или как это, плюш камнями. Revelio. Шо? Чё звенит? А, ясно. Ага. А где второй? Что у нас здесь? 3 плюс 9, 12, получается 7, да? Нет. 6. Паук. Что я, блядь, вообще, когда с математикой у меня проблемы начались, да? 9 плюс 3, 12, 7, 6. Блять, подождите. Я что-то вообще 12. 12 плюс... Семь, да, 7, Ой. А кто у нас семиконечный? Получается... Ну, я не знаю, кто здесь смог там не. Хотя он 4 больше. Нет. О. Я уж убежал сказать. Хочу даже не посмотрел сюда, это было. 15 плюс 2. 17, 6. 6 у нас. Кто 6? 6 у нас. Он этот сворот. Лапа, хвост и голова. Так. Открываем. Капец. Здесь еще выше подъем. Revelio. Сохраним. Ой, сохраним. Быстрое перемещение. Вот тут пиздец замок так романный. Просто, блять. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, я понял, что ты сказал. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Награда за успехи в тавологии. Это особенная награда присуждается учащимся 7-го курса факультета Пуффендуй, Мирабель Чеснок в знак признания выдающихся навыков в области тавологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагор до бубон-тюберов и погучих луковиц, превзошли все ожидания. Смотрите, кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно конструирован драгоценными камнями. Кубок служит средством отбора чемпиона для турнира 3 волшебников с момента основания соревнований. О! Мы так и скоро соберем все эти какашки ее. Бля, только бы еще навестись нормально. Да блядь.
Какого ж, блядь, хуя-то? Как тебе навестись, ёбаная ты хуйня? Козявка лежишь, блядь, там наверху. Пиздец. Вот это разработчик Официальная, это вы что, членососы, что ли? Revelio. Да здесь что-то еще. Что здесь еще? Ага. Выше этажами, понятно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Уф, себе. Leviosa. Блядь. Revelio. Блядь, замок. С большим углом. Опять замок с большим углом. Сука. Лес ведущего к мне директора охраняет заколдованная горгулья, который впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-то, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Lumos. Ага, ясно. Не зона, вот здесь под лестницей находится. Зона с выхода. Вот здесь вот, да. Здесь свое место. Revelio. Ага, здесь значит мне нужен навык третьего уровня, скорее всего, уже. Да, блять. В смысле? Сократи дорогу себе. Ах ты, сука, не хочешь. Почему? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Этот комплект доспехов для домового эльфа. По слухам, он был изготовлен жестким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно читать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его нигде не видели. Revelio. Идиот. Сука, я натуре долбоёб.
Ты тупой. Я себе сказал, если... Так. Revelio. Ну, это наверху все. Что дынкает-то? Только эти, походу, будущие задания горят. Вот будущие эти. Да. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, врученные студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начинают очищать его как напоминание о ценности тяжелого. Это все опять наверху. Так, я вообще запутался в этих коридорах уже. Это, блядь, куда? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Мать, это же... Почему ты это говоришь? Сейчас. Это же тот же коридор, да? Ебать, я что-то вообще нихуя не понимаю. Я вроде с другой стороны бежал, перебежал в этот коридор. Да, это тот же коридор, блядь. Что? Так, смотри. Подвигаем вперед. Вот этот коридор. Или нет? Ой. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. У него, видите, вероятно, скрипт, просто он это говорит, потому что это... Здесь была эта штука, мы ее собрали уже. Так что... Ладно, нафига. Так, там опять эта штука. Lumos. Reparo. Accio. Descender. Ладно, все, мы сюда посмотрели. Возьми-ка назад, я не понимаю. То есть подаст свободному полету, блядь. Вот тут он вроде говорил то же самое. Revelio. Ага. Accio. Блять, это можно было раньше сделать. Так, это наверх там было. Хорошо. When what was lost has been found. Revelio. Так, здесь мы были. Сейчас посмотрим теперь, что этажом ниже. Ну как этажом? Многоэтажом, потому что, блядь, нескончаемый. Нескончаемый спуск. Ну это просто... все. Мы здесь были.
здесь что? Пожрем. Revelio. Интересно. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она заекает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса. Revelio. Aloha Mora. Я бы не стал жрать после увиденного. Он стоит и мясо, блять, ногами своими топчет. Revelio. Приятного аппетита. Можно теперь кому пожелать. Ну, собственно, не приходилось даже еще. Revelio. Очень практичные и изобретательные домовые эльфы создали для себя уютное жилище в деревенском стиле. Среди этих бочек на кухне Хогвартса. Конечно, никто и представить себе не может, что на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычной... Они живут в бочках, но при том они снижают палатку в 4-й части. Странство. Когда домашние эльфы Хогвартса ставят приготовленную еду на эти слоты, она волшебным образом переносится на столы в большом зале, который расположен прямо под ним. Revelio. Ничего себе. Ой, я что у вас разбил? Так, собрать. Прибавить. Here's a welcome treat. Delicious. Так, я вижу там, блядь, листок. Revelio. Чтобы войти в гостевую Пуффиндуй, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме произношения имени Пенелопы в Пуффиндуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет оказано доступ и вас обольют уксусом. Необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда. Второй бочки снизу, посередине второго ряда. А? Где? Может, не скучно, но не факт. Revelio. Слушайте, пустите к себе гостевую, я вас там наш гений.
bit of a Погоди, booger's я law. ничего не пустил. А, наверху, походу, да? Я тут наверху ничего. Не понимаю. Nothing that. Так, ладно. Ой. Давайте сделаем вот как. Карта. Переместимся сюда. Отсюда уже сейчас мы эти наши откроем костюмы и пойдем пешком уже до занятия. На занятие. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Соберу сразу. Все. Так, и что нам? Куда? Вон туда. Погнали вон туда. Так, Revelio. что здесь какой-то сундук горит? Какой сундук горит, правильно? My brothers and I prefer pumpkin juice. Hello, Hamora. My aunt. Revelio. Котяра. Сейчас, котяра, я так подложу последнюю жизнь. Hello, Hamora. Уважаемый профессор Шах, благодарю за присланную вами работу на тему небесных аномалий. Она может стать отличным дополнением к атласу, который я собираюсь опубликовать. Если я решу включить ваше исследование или какие-либо из связанных с ним материалов в это издание, я с вами свяжусь. Всего наилучшего. МПН Корнелиус. Revelio. Котик Владик. Да, котик. Такой умели ломиться в комнату, типа сломал, такой зашел. Professor Black Some was computer terrible procedure. before he decided to Види отсюда разбой. А это где? Это как это? О, точно. Кажется, у тебя что-то первый уровень назвал. Hello, Hamora. Да. Revelio.
Идеи для игр в классе. Ловкая левитация. Предложить ученикам пролевитировать кубик сквозь кольца или что-нибудь вроде того. Обезоруживание и оборона. Отработать экспеллиармус и приемы уклонения. Мелькающие мишени. Освежить навыки применения заклинаний к быстродвижению. Скайдуби. Нихуя себе. Может, монетки луз? Для палочки. Спираль. Так. Ладно, не, уж для реально, походу, похуй. Типа ты уломился такой, ну и ладно. У нас там какие-то вообще новый шмот надо переодеться. Опять пидорасы, да, что ли? Опять он губёт. Что ж ты бьешь-то его все? Что-то не успеет того. Подумаешь, поет. Ну что, в этом такого? Ой, ой-ой-ой. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Вот так. Начать. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Подожди, да я его возьму вот куда. Я возьму его на превьюшку. Так. Для поглаживания твари используйте для ухода за лошадными тварями. Нажмите, а затем назначайте щекотку.
Все запашнулся себе. That's lovely. I'm sure he feels much better. Теперь он ногами. I think he might be hungry. Giving him some beast feed. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Kneazles in the farthest pen? This way. The Kneazles are over here. Oh, couple of Kneazle whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Kneazles, just as you did with Gerald. Жмыр. Жмыр. Тут две девахи. Возьмем две девахи этим пацанам. Возьмем деваху сюда. What would you like me to do next, Professor? Assist Miss Sweeting at the Kneazle enclosure. She will need help brushing and feeding them. You will find it is similar to your work with the Puffskins. Ладно. Так, пацаны. И девчонки. Пацаны, девчонки. Так. The Kneazles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Всех. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control?
Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone. Так, подожди, мать. Да я дорешусь нормально. 48, 36, 40. Синие перчатки. Ух ты. Да, вот такой. Так, шарфы, похуй. 59. Нет, мне не нравится. Я сам никогда не ношу шарфы или там главный убор. Раньше носил, но сейчас к зимой их можно надевать. 64. Здесь говно продать. Так, что у нас еще инвентарь? Ты, блядь, не нажал. Ага, блядь, сюда не можем. Ключи вроде есть. А, не похуй. Че я этого раньше не сделал? Ебать, я дурачок, а. Шикардусь. Коллекции. Здесь у нас что? Кстати, о зверьках можно писать. Пушистики — это круглые пушистые твари, достаточно мягкие, чтобы их можно было обнимать, но достаточно крепкие, чтобы ими можно было швыряться. Пушистики едят почти все, но их любимое блюдо — это козявки. Они являются очень распространенными домашними питомцами в семьях волшебников, потому что за ними легко ухаживать. Жмыры. Эти твари напоминают котов с большими ушами и львиным хвостом. Они могут быть агрессивны, но если им нравится ведьма или волшебник, из них получаются исключительные домашние животные. Жмыры очень умны и обладают способностью обнаруживать подозрительных и недоверчивых людей. Фвупя — это яркая птица, чьи песни, как известно, сводят людей с ума. Дириколы. Пухлые пушистые птицы не способны летать. Они обладают уникальными способностями исчезать и появляться снова, чтобы избежать опасности. Маглы когда-то знали об этих существах и называли их дронами. Однако теперь они считают, что эти птицы вымерли. Дронами. In fact, you're the first. Ух ты, нифига, я Бэтмен. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise.
Слышно, может, на метле полетели? Ты умеешь летать? Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Вот, заебись. Так, знаете, что я хочу? Я хочу летать в Хогвартс. Я хочу в Хогвартс. Мне очень Хогвартс. Хогвартс. Прям похуй. Сюда пройти переместиться. Я хочу продать все лишнее кидное. Его накопилось пиздец. Надо это все сбагрить и спокойно продолжать жить. Так, смотрите, смотрите. У нас... Does it get any more cozy than Hogsmeade?
Вот я Бэтмен. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Ну, сейчас мы наваримся. A wise decision. Thank you. Что он сказал? Fuck you? Тебе, блядь, fuck. Ну да. Так, ладно. I hope to see you again. Farewell for now. И вот что я еще хочу. Смотрите. У нас сюда вот это по-любому идет. Сюда вот это идет. Потом сюда вот это идет. И что туда еще идет вопрос? Вот это, скорее всего. Потом сюда переключаемся. Здесь у нас вот это нам не всегда нужно, и вот можно сюда махнуть на что-нибудь. Давай сюда вот это пойдет. Сюда вот это пойдет. Вот это пойдет. И вот это пойдет. Сюда у нас пойдет. Так, звезд. Ладошка у нас во втором. Звездочка у нас в первом. Перышко у нас в первом. Потом вот эта хуйня здесь. Эта хуйня здесь. Палец вверх пойдет, значит, сюда. Эта херня тоже здесь. Вот это у нас в первом. Когти у нас во втором. Палочка вот это, значит, сюда пойдет. Огонь у нас в этом. Так. Все, да? Все окей. Здесь невидимость пойдет сюда. Вот это пойдет сюда. Ремонтная. Это пойдет у нас. Вот это сюда никуда не пойдет. Вот так. Так, что у нас по времени? 54 минуты, блять. Успеем последний минуту? Нет? Задание. Это этого. Мы, кстати, здесь как раз. Ебать. Ладно, куда? Ты. Бля, дурачок. В текстуру он решил спуститься. Кстати, домов. Мы зайдем в следующей серии. Так, стоп. Hello there. Nice to see you. Это кто? Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, good
witness everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh. Trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the... Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day? Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you? They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Brightly, though. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any emphasis is yours? Boom. Это надо только ночью делать точно. You look familiar. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know.
Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Так, ну ладно, сохранение пошло. Собственно. Можно и закончить. Revelio certainly never revealed the charm of my potions, Professor, back when I was at school. Нам куда вообще? Ага, туда. Ясно. Типа надо пошвартоваться. Ну давайте прям здесь останем. Давайте все-таки сходим. Зайдем в бар, сядем. You just remember who warned you. Как, блядь, съебался. Did you know that Ethel Whitley only... That's a conscientious and kind woman if ever I was one. Так, подвинься, да? Обратно когда скатываешь. Запрыгнули, я сказал. Двинули с того пидора и стали сами. Все. Давайте закончим на этом. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.